Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Второй расклад. События до конца весны. Давайте узнаем подсказки карт. У нас сегодня колода поддержки, патронажа ангелов. Очень добрые карты. И события до конца весны – это своеобразный итог. И как раз доброе небо мая способствует тому, чтобы мы вспомнили, какие задачи мы вставили перед собой на начало весны. И что мы сумели реализовать из задуманного, а что для нас уже не имеет никакого смысла. Идти вперед придется, поэтому что-то переделывать из прошлого или реанимировать какой-то проект, есть смысл или нет, решать вам. Этот период мая планетарно более добрый, настраивает нас на более позитивный лад, и нам самим рекомендуют быть добрым более к своим планам, к осуществлению своей мечты, быть более добрым к своей собственной душе, простить себя, возможно, других за ошибки, чтобы с большей свободой идти дальше. И если мы не можем вернуться назад, чтобы правильно начать с этого этапа, то мы можем устремиться вперед, чтобы правильно закончить. Отпустить с душевным спокойствием все то, что мы не в силах изменить, и настроить собственные силы и мужество в том фарватере, где как раз в наших силах произвести нужные перемены. И, безусловно, мудрость, которая нам помогает отличить одно от другого. И очень доброе, повторюсь, небо мая. Оно способствует реализации наших дальнейших проектов, так и с чем-то определиться. Но мы идем дальше. И я предлагаю для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, я оставлю ссылку в описании под видео на свой сайт. Я написала статью «Гороскоп на май месяц». Там более подробно я описываю планетарные события. Почему же это небо мая действительно доброе. И нельзя упустить этот период мая для того, чтобы для самих себя с чем-то важным либо определиться, либо начать, либо продолжить. Вот у каждого же свои какие-то задачи. Мы иногда расслабляемся, когда у нас, наступает какое-то затишье или благополучие. Нам кажется, так будет всегда, а на самом деле часто жизнь нам дает своеобразную передышку для того, чтобы мы выбрали правильное направление. Вот перейдите на мой сайт, почитайте, может быть, и по асценденту, я надеюсь, подсказки будут. И первая карта, которую мы с вами достанем, что же окончательно завершится до конца весны. Может быть, сфера жизни, где вы все расставите по местам, ясности будет больше. И что нового войдет в вашу жизнь? Неожиданности. Чем запомнится вам период весны или до конца весны? И мы достанем 3 карты на события. Первая карта – событие, которое придет в вашу жизнь для вашего благополучия и радости. Может быть, сфера жизни, где что-то меняется. Вторая карта – событие, которое изменит вашу жизнь или, где-то подталкивает вас к переменам. Обстоятельства, может быть. И то событие, которое заставляет измениться вас самих. Что же завершается? Шикарная карта, это не завершается, конечно, но тут какое-то продолжение совершенно в другом новом ключе. Карта императрицы старшего аркана. Карта доброты, взаимопомощи, безусловно, помощи наших близких. Карта о том, что есть, может быть, мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни, которая вам всегда приходила на помощь. Все-таки мы смотрим, это выпадает в позиции, что окончательно завершится. Кто знает, вы более себя можете почувствовать, с одной стороны, более свободным от чьей-то опеки, для кого-то и так проиграется, или это будет связано с тем, что вы решите переехать. Может быть, переехать, как, допустим, у вас родители, вы жили с родителями. Вот меня молодежь, кто смотрит, да? А здесь я сама уже начинаю свою собственную жизнь. И это будет связано с переездом и организацией своей жизни. Может пройти тоже. Если прежде ты надеялся на кого-то, то теперь надейся сам на себя. Есть и такой момент. Это символ нового «я». Поэтому какая-то прежняя ваша история, она не может продолжаться. И вам нужно отстроить свое благополучие, мои дорогие рыбы и рыбки, совершенно в новом ключе. Либо обстоятельства сложились так, либо
вы что-то передумали, кардинально ваше мнение или ваши перспективы, как-то вы по-новому хотите что-либо реорганизовать. Для кого-то из вас новый этап жизни, но тут не расслабишься. Может быть, для вас будут совершены какие-то важные решения в течение мая, как подача документов, например, мы говорим символ нового «я». Так вот, вы можете подать документы, допустим, на соискание, или как новый вид творчества, или вы решите обучаться чему-то, потому что тоже хотите изменить как-то свою жизнь. Вот в этом ключе самые разные варианты. Я не могу сказать, что что-то окончательно завершится, но больше в том контексте, когда мы поступаем так, как мы хотим. Но и надеемся-то мы сами на себя. Давайте мы посмотрим, что же нового войдет в вашу жизнь. Правда, вот все то, что касается семьи, со знаком плюс. Изобилие, процветание, эмпатия, радость. Вот здесь конкретно по этой карте. Семья, любовь, радость. И все то, что связано с благами эмоциональными, как и вдохновение, как и то, что нас радует, безусловно, так и материализмом. Эта карта тоже связана. И если мы спросили, что нового входит в вашу жизнь, счастье, радость и удовольствие от жизни, так и уверенность в дне сегодняшнем и в завтрашнем, неожиданности. Мои дорогие рыбы-рыбки, тут по максимуму получение денег. Или, опять же, вопросы недвижимости, вопросы семьи, вопросы вашего благополучия, может быть, и вопросы, связанные с переездом, вопросы в оформлении документов. Ну, что может быть прекраснее? Императрица, десятка кубков, десятка пентаклей. Мне нечего добавить. Тут само пространство, мои дорогие, вам словно помогает. Но и от ваших правильных решений. Если императрица у нас изображена в виде ангела, это колода Таро поддержки ангелов, то посмотрите, десятка как земли, так и воды. Ангелов как будто нет, мы помогаем себе сами, поэтому важные решения, которые касаются вашего дальнейшего прогресса или продолжения ваших отношений. Быть большим реалистом придется, но это тот замечательный период, когда действительно для радости. Давайте мы узнаем, чем же запомнится. А что-то по закону, у кого-то деньги, которые задерживались, и они к вам приходят. Всегда, когда выпадает старший аркан юстиция, это в этой карте конкретно закон кармы. И мы знаем, что такое закон кармы. Это причина и следствие. Если мы прежде поступили хорошо, то теперь нам будет оказана поддержка. Вполне вероятно. На каком-то этапе. Может быть, и не всегда. Но в чем-то это будет очень ощутимая поддержка. Изучение самого по себе как закона, чтобы мы знали, как в отношении нас работают законы. Это будет тоже важно. Но законы нельзя нарушать. По этой карте это трижды важно. И если мы прежде сделали что-то в противовес закона, иногда нам как будто возвращается какая-то тема, и мы в одиночку все равно должны все расставить по местам. У кого-то, увы, мои дорогие рыбы и рыбки, несмотря на благополучные более чем карты, есть все равно какой-то вопрос, который мы должны принять, вот как закон. Мы не можем это перепрыгнуть, изменить законы, мы тоже не можем. Закон приходится уважать. Или какую-то систему иерархии. Вот чем запомнится, что нужно войти как, в какую-то контакт или войти, создать, может быть, для себя нейтральную позицию, чтобы не было противоречий между вами, вашими желаниями и законом. Или как-то обойти. В любом законе есть подзаконные акты, в зависимости от того, что вы хотите осуществить. Значит, все равно нужно продумать, как это согласуется с правилами, регулировками того общества или местности, где вы проживаете. Вот чем-то вам этим запомнится. Или буквально вы подпишите важные документы и поставите нужные печати, как подписи, и будете, где-то спокойны за счет того, что теперь какая-то тема у меня закрыта окончательно. Все же мы спросили, чем запомнится этот период. Хотя для кого-то из вас это может быть как необходимость обратиться к адвокату, к юристу, чтобы точно для себя определить, как будет для дальнейшего прогресса работать в отношении меняясь закон. То есть для кого-то это на будущий период. Нам ведь тоже об этом может говорить карта. Помните, карма – закон причины и следствия.
не успела сказать. События, которые приходят для радости, благополучия, нечего добавить. Карта силы, мои дорогие девочки. Это женская больше карта, женская сила. Безусловно, это эмпатия. Это все то, что я говорила по императрице. Это, безусловно, душевный баланс. Это дипломатия в плане договориться с самим львом. Лев не чувствует агрессии. И, видимо, не чувствовать, если с вашей стороны кто-то не чувствует агрессии, или вы умеете, а вы великие дипломаты, не настаивая на своем обойти острые углы, для вас вообще нет ничего невозможного. Любую задачу, которую вы поставите, все решают люди. Так вот, вы решите любой вопрос. Но и для мужчин, мои дорогие, вам тоже советует карта быть великим дипломатом. На чем-то не настаивать. У вас сильная позиция, но эту силу разумно использовать, чтобы этот закон кармы не сработал против вас, чтобы вот это благополучие, изобилие, процветание именно отстроить или начать какой-то проект, увеличить, расширить, был сам по себе прогресс, реализовать свои планы. Да, это в чем-то потребует мужества, решимости. Наверное, как Меркурий в течение первой половины мая. Он у нас в знаке зодиака Овен, а прежде весь апрель он был у нас в ретро-движении, и это была какая-то путаница. Первую половину мая тут больше ясности, четкости, все расставить по местам. Это наши возможности, и у вас карта сила. Тут, правда, что-то тут для вашей радости очень благополучно решается. Но это зависит, повторюсь, от ваших приложенных усилий или важных решений, которые где-то согласуются с законами. Вторая карта, второе событие, которое подталкивает вас к переменам, а когда желаю осуществить свой проект. Королева жезлов. Это та, которая претерпевала в своей жизни неоднократно какие-то минусы или сложности. Ей пришлось добиваться собственной победы в каком-то вопросе или собственное благополучие отстроить своими руками. И жизнь ее научила. И на ее же ошибках, понимаете? И сделала ее более немногословной. Никогда по королеве жезлов вы не узнаете о том, что же она думает на самом деле. Она понимает, как удача, так и успех любит тишину. Она правильно работает с информацией и правильно распоряжается с деньгами. Обустраивает как и свое благополучие, буквально дом, место проживания, так и свои творческие проекты, бизнес-проекты или по части вашего продвижения, работы. Она не стоит на месте, она движется вперед. Поэтому обустройство и адаптация собственной жизни, вам этого хочется. И обстоятельства, вот то, что у вас получается сделать в течение мая, вам захочется это удержать, приумножить и как-то перевести в другой формат или на новый уровень, в новый прогресс. Событие, которое заставляет вас измениться. У кого-то буквально деньги, несмотря на то, что у нас девятка воды. Это достижение наших желаний. Значит, какое-то, как минимум, одно очень важное желание у вас исполнится. Удивительный период мая, мои дорогие рыбы и рыбки. Это карта счастья конкретно прописана. И карта мечты, когда мы получаем то, что у нас есть. Но, может быть, и есть тот пункт. Все-таки у нас первый вопрос был, что окончательно завершится. И я сказала, надеемся мы больше теперь на самих себя. И вот какая-то новая стратегия, тактика вас заставляет, вы понимаете, что может быть в какой-то части поддержки, которая присутствовала до этого момента, в дальнейшем ее либо не будет, либо это может измениться. И я вынуждена или вынуждена больше как раз продумывать свои шаги, свою какую-то стратегию и тактику, чтобы осуществлять дальнейший прогресс. И это вас заставляет измениться, потому что вы хотите реализовать свою мечту, вы хотите реализовать свой план, вы просто хотите быть счастливым. И у вас все карты о каком-то удивительном периоде до конца весны, когда вы очень многое можете сделать для самих себя. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.